Хозяин знал, что в сильные морозы его пес по кличке Рич не особо торопился выходить из своей теплой будки. Лишь на минуту выскочит поесть или сделать дела и обратно бежит в свое жилье. Лишь один нос торчит, который напоминает о существовании пса. Потому Илью очень удивило то, что он застал пса, лежащего на снегу, когда вышел утром его кормить. Когда Рич увидел хозяина, то сразу же вскочил с таким видом, словно он не спал, а всю ночь охранял дом и значит заслуживает завтрак. И лишь сонные глаза выдавали, что еще секунду назад Рич сладко спал, а почему ты лежишь на снегу? Гляди, заболеешь. Или ты чувствуешь скорую оттепель? Точка. Говорил Илья Ричу в то время, как тот жадно ел кашу с мясом. Однако до оттепели было еще далеко. Рич как-то беспокойно ходил по двору, временами ускоряясь, чтобы согреться. А ночью снова спал на улице, и что это с ним? Решил строить из себя бездомного. Не мог понять Илья, выглянув в окно перед тем, как ложиться спать. Следующим утром Илья снова нес миску с завтраком, и пока Рич поглощал свою еду, он решил посмотреть, что в будке не устраивает собаку. Он полез в будку и увидел в темноте, как на него уставилось два светящихся глаза. Смотрели эти глаза не особо добро. После Илья пригляделся и различил силуэт кошки. Пушистая кошечка лежала в будке и вылизывала котят. Тем же утром мужчина, рискуя своим здоровьем и даже жизнью, перенес мамочку и ее детенышей на крытую веранду. Во-первых, там было более тепло, во-вторых, Ричу больше не должен был еще одну ночь спать на снегу. Переместить кошачью семейку было не так легко. Кошка сначала обшипела Илью, а после еще вцепилась своими когтями в фуфайку. Но когда очутилась на подстилке, то немножко успокоилась и сразу принялась с деловым видом вылизывать своих котят. От еды не отказалась, но близко не подпускала мужчину. Рича такое переселение тоже взволновало. Он следом бегал за Ильей, и тот пустил пса на веранду, чтобы он мог увидеть, что с его подругой и ее малышами все в порядке. Для одного котенка мужчина смог найти дом, а второй остался у Ильи. Но вот кошка так и не смогла стать домашней, хотя иногда забегала в гости. Котенка в основном воспитывал Рич. Потому Пушистик заходил в его будку, как к себе домой. И скорее всего считал он ее родительским домом.